Не так давно в инстаграме моей любимой московской кофейни Surf Coffee проходил конкурс. У них есть в коллаборации с лабораторией Луч фотопленка, и нужно было написать, почему эта пленка прикольная и какую-нибудь интересную историю. Я пошуршался по карманам, понял, что такая история у меня имеется, и написал ее в комментариях. Потом я подумал, а почему бы не сделать об этой истории видео? И сегодня вы узнаете, как я полюбил пленочную фотографию и отсутствие цвета. Смотрите, мало того, что видеоблогер, я в принципе по жизни довольно много потребляю разнообразной визуальной информации. Но иногда мой мозг перегружается, и ему нужно от этого всего отдохнуть. И во время одного из периодов отдыха я вспомнил, что когда-то давно крестная мне отдала вот эту простую мыльницу пленочную. Я подумал, окей, я устал от всего цветного, я устал от всего цифрового, почему бы мне не попробовать что-то более аналоговое? Зарядил сюда свою первую катушечку, и так начался мой путь в пленочной фотографии. В прошлом году я приехал в Москву на новогодние праздники и уже в день отлета заехал с Антоном в кофейню Surf Coffee. Там я увидел одиноко лежащие катушки из первой коллаборации и подумал, почему бы не взять одну черно-белую пленку себе на пробу. И уже заряженная в этот фотяг она побывала. Прага, Брно, Аламут, Пшерв и это только в Чехии, Германия, Париж возле Эйфелевой башни, Гран-при Формулы-1 в Барселоне, Милан, Турция, Египет, Москва. Да эта пленка за последние полгода пропутешествовала больше, чем некоторые люди за всю свою жизнь. Я отщелкав последние кадры, я сдал пленку на проявку в небольшую местную лабораторию. Спустя неделю я прихожу за своими фотографиями, но вместо них меня встречает абсолютно потерянный взгляд продавца, который говорит: «Я не знаю, как проявить твою пленку. На ней не написано время проявки, и я боюсь запороть твои фотографии». Я прогуглил весь интернет на чешском и английском, даже на русском пытался. Нигде не написано, что это за пленка и как ее нужно проявлять. Если у тебя есть возможность, контактируй производителя, потому что иначе есть шанс того, что мы просто уничтожим фотографии. Я открываю профиль в инстаграме Surf Coffee, пытаюсь найти тот пост, в котором была эта пленка, нахожу, пытаюсь по аналогии найти эту пленку, сколько ее нужно проявлять в интернете. Ничего не находится. Я залезаю в инстаграм Луча и пишу им: ребят, родные, подскажите, пожалуйста, ТТХ этой пленки, сколько ее нужно проявлять. Вот такая вот у меня ситуация, очень хочу свои фотографии получить. Не проходит и часа. Они мне отвечают: дружище, не проблема, вот такая-то температура, вот такой-то раствор, вот столько-то нужно проявлять. Я довольный, на следующий день с этой информацией иду в лабораторию, она закрыта, продавец заболел. И это уже стало просто делом личным. Дождавшись выздоровления продавца, я прихожу в лабораторию, даю ему бумажку с написанными характеристиками, ставлю рядом катушечку, говорю: вот столько-то ее нужно проявлять в таком-то растворе. Он мне говорит: окей, приходи через неделю. И через неделю я получил таки свои долгожданные фотографии. Вот такая вот у меня есть история о приключениях одной катушки черно-белой пленки. В конкурсе я, кстати, проиграл. Зато это послужило поводом, чтобы поделиться этой историей с большим количеством людей. Напишите в комментарии, может вы тоже угораете по пленочной фотографии, сами фотографируете, и у вас были какие-то приключения с этим связанные. А пока что адьос, и еще увидимся.